Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я хочу поделиться с вами идеями и хитростями, которые реально помогают в строительстве и ремонте. А так как я сейчас занимаюсь строительством собственного дома, то очень часто сталкиваюсь с различными проблемами, которые нужно быстро решить. Ну и конечно же решил поделиться с вами, так как с данными ситуациями сталкиваются абсолютно все. И первая строительная хитрость, которая вам точно пригодится, это как открутить либо же закрутить болт или гайку, не имея ключей. Я для удобства строительства решил себе собрать из обычной алюминиевой лестницы вот такие леса, либо же тура, кому как угодно. Если вам интересно, сниму подробное видео, как их делать. Но вот пришел их собирать и забыл гаечные ключи. Возвращаться домой лень и конечно же решил выкручиваться подручными средствами. Взял обычный болт и гайку, подогнал их по размеру шляпки, и у меня получился отличный гаечный ключ. Здесь вам совет: чем длиннее и больше болт с гайкой, тем им удобнее работать, так как площадь соприкосновения больше и рычаг также. Но бывает еще такое, что взял с собой ключ, но закручивая гайку, болт проворачивается, а руками удержать не получается. Здесь также на помощь нам приходит болт с гайкой. Используем его как второй вспомогательный ключ. Кстати, чтобы не потерять данное видео, обязательно поставьте лайк, и оно будет у вас всегда в понравившихся. А следующий лайфхак поможет вам очень быстро накрутить гайки на шпильки. Мне он очень помог, когда я монтировал Маурлат. Шпилек и гаек было очень много, и поэтому вручную, чтобы их закрутить, ушло бы очень много времени. Данную задачу я решил следующим образом. Взял утеплитель для труб 50 диаметра, отрезал небольшой кусок сантиметра 3-4, надел шуруповерт, плотно прижал его к гайке, и как видите, таким способом гайка очень удобно быстро как закручивается, так и откручивается, и при этом патрон шуруповерта не страдает. Но если утеплителя под рукой не оказалось, специально за ним бежать в строительный магазин не нужно. Можно взять скотч, без разницы какой, отрезать кусок около 25 сантиметров, сложить его пополам, склеить его вместе, а края склеить между собой. И в принципе смысл тот же самый. Одеваете одну сторону на гайку, вторую сторону на патрон шуруповерта. И гайка также легко как закручивается, так и откручивается. А следующая идея вам очень поможет при замере дверных проемов, либо же комнаты. Когда вам нужны очень точные размеры до миллиметра, а обычной рулеткой, как вы можете видеть, углы промерить невозможно. На изгибе теряется пару миллиметров, а если их не учесть, то могут быть проблемы. Для этого вам потребуется обычная прищепка и кусок плотной бумаги, например картона. Причем хотя бы одна из сторон должна быть ровная. Я оторвал часть этикетки от электродов. Одну сторону рулетки упираем в крайнюю стенку, а под противоположную стену подставляем вплотную этот кусок бумаги и прищипываем его к рулетке. Теперь поднимаем рулетку, и у нас есть точный размер до миллиметра. И кстати, прищепка — это очень классный и удобный инструмент в строительстве. Например, если вам нужно разметить очень много деталей, то чтобы каждый раз рулетку не перекладывать, а затем точно попадать на размеры, можно сделать вот такую приблуду. Вставляем в зажим рулетки прищепку, а в саму прищепку вставляем карандаш. Теперь очень легко и просто делать разметку, попав концом стержня карандаша на нужный нам размер, и затем делаем разметку хоть в ширину, хоть в длину. А также если вам нужно разметить окружности, то для этого нам также потребуется рулетка, карандаш и прищепка. Сначала находим центр окружности, закручиваем туда саморез, на рулетке выставляем длину радиуса нашей окружности и просто крутим рулетку вокруг самореза и получаем окружность нужной нам длины. Но если под рукой рулетки не оказалось, то можно использовать струбцину, ей вообще очень легко делать круги, а также можно просто из проволоки изогнуть на две стороны крючок с нужным нам радиусом, также заводим его за саморез и делаем идеально ровную окружность. Получается даже намного ровнее, чем при помощи рулетки. А к вам, друзья, у меня просьба. Если вам понравилась тематика данного видео и вы дальше хотите, чтобы я делился с вами полезными лайфхаками и идеями по строительству, которыми я лично пользуюсь у себя на стройке, то напишите об этом обязательно в комментариях, и я в скором времени выпущу новое видео, так как идей очень много, но мне интересно ваше мнение. Нужны они вам или нет? Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!